Всем привет, это Веруша, и в этом видео я хочу поговорить про прекрасную половину человечества или просто бабу, как некоторые мужчины сейчас язвительно называют женщин. Почему? Потому что не встречают на своем пути, вот есть понятие «настоящий мужчина», а есть настоящая женщина. И сейчас таких все меньше и меньше, поэтому вот такое вот обзывательство, я бы сказала, происходит, потому что это слово звучит грубо. И также в этом видео я скажу требования мужчин к современным женщинам. Мне кажется, они довольно понятны и ясны, такие четкие, ну, по крайней мере, для меня. Давайте с самого начала разберемся, что такое слово «баба». У этого слова несколько вариантов рождения, и первый вариант, и самый такой основной, это на уровне, когда ребенок произносил и мама. Но если у мамы это вот слово, это что-то доброе, эмоциональное, такое родное, теплое, то у бабы произношение грубое, и считалось, что такая женщина не кормила ребенка, вот поэтому она так называлась. Вообще ассоциация с такой женщиной, вот именно прям баба, это такая крупная, какая-то не очень интеллектуальная, не требующая заботы к себе и о себе, и такая пашущая целый день. То есть как бы мужчины, они просекли фишку, они поняли, кто такая баба, и вот так вот, в общем, называют, что не есть хорошо. А я перехожу к качествам, которым должна обладать женщина. Вообще 3 качества, которые раньше ценились в женщине, это скромность, женственность и ум-мудрость, когда женщина достаточно мудро поступает в жизни и может подсказывать мужчине что-то или просто в каких-то ситуациях понимать, как надо себя вести. Считалось раньше, что русская красавица – это статная, высокая, сильная, с округлыми формами, неспешной походкой и робким взглядом. И 2 основных качества, на мой личный взгляд, которые вот прям архиважные сейчас особенно, ну и вообще это всегда ценилось в женщине, это верность и ум. Вот в 1832 году вышел свод законов, где говорилось о том, что женщина должна следовать за своим мужчиной. Причем было такое, что у мужчины даже могло быть так, что не было жилья, и женщина все равно оставалась с этим мужчиной. Сейчас много историй, когда, например, у мужчины все хорошо, или просто, да, там, ну, какая-то обычная ситуация, а женщина выбирает либо лучший вариант, покидает сразу мужчину, либо когда у мужчины все плохо, резко стало, то вот как это, бегут с корабля, да, вот, поэтому верность, конечно, она очень важная, но вы знаете, вот, почитав историю, как раньше было, я сегодня об этом скажу, но, конечно, я понимаю, что это должен быть такой целенаправленная работа над этим, потому что, ну, в каждый дом не постучишь, в каждую дверь и не скажешь «делайте так». Наоборот, сейчас все вокруг просто кричит о том, чтобы будьте свободны, не надо никаких правил, но я считаю, что все-таки правила должны, и только так можно вразумить людей, но если мы сегодня говорим про женщин, которые перестанут себя там как-то через соцсети как-то продавать получше, искать какие-то лучшие варианты, показывать все, что у них есть из природных данных, я имею в виду, да, публично, вот, ну и в общем такое, то есть, конечно, и этим государство тоже должно заниматься, какие-то все-таки законы должны быть, естественно, прописанные, чтобы мужчина тоже понимал, что он может быть уверенным в женщине, которая его не кинет, не покинет, останется с ним в любом случае. Надо сказать, конечно, что сейчас такой самый рассвет женщин в плане их свободного поведения, прав и всего остального. И не обязательно сейчас быть умной,
И уму вообще придавали огромнейшее значение, несмотря на то, что, кстати, женский труд и женские какие-то знания, ну, где-то в работе меньше ценились, и зарплата была, в принципе, вообще у женщин меньше, где-то на 60-80% от мужской зарплаты. Но тем не менее, вот сейчас кто-то тоже спорит о том, что вот раньше было образование у девушек раздельное от мужчин. Потом уже ближе к нашему времени все это соединили, и как бы мы сами уже учились в школах, где все вместе учатся. Но тем не менее, вот девочек воспитывали прям как настоящих женщин, будущих, как леди, прививали им все качества достойного, ну не просто человека, а достойной женщины. И, кстати, надо сказать, что по количеству женщин вообще в Европе Россия была на первом месте до какого-то времени. То есть вот я к тому, что образованию придавали огромное значение. Но как это в жизни отражается? Отношения, конечно, это не только какие-то поцелуи, объятия, но это еще и познавание друг друга. Поэтому, чтобы не разочаровывать, нужно, конечно, что-то из себя представлять. И вообще мужчинам нравятся умные женщины, да как и женщинам нравятся умные мужчины. Но с образованием сейчас проблемы. Конечно, у нас образование сейчас нету заинтересованности в том, чтобы выпускали какие-то светлые умы, поэтому все на нуле. И тоже не постучишь в дверь и не скажешь: обучайте свою девочку, воспитывайте так, да, чтобы она держала книгу, любила читать. Вот. Сейчас вот эти соцсети и все остальное захватили, больше ничего не интересует. Это, конечно, должна быть какая-то сила, которая будет направлена на людей, потому что если людям дать свободу, вот получается, что люди перестают развиваться. Все равно человек должен быть в каких-то рамках. Уж я такой свободолюбивый человек, который всегда пытается раздвигать эти рамки, но я понимаю, что это необходимо просто, иначе все будут как попало, что, собственно, и происходит. Ну, следующее качество, я бы сказала, это нераспутность, такой вот светлый ум, чтобы у женщины был. Это тоже, конечно, вопрос воспитания, что девочке с детства закладывается в голову, вот, и какое представление у нее самой, должна ли она себя хранить для своего мужчины. Это уже вопрос, который я разбирала в другом видео, но мужчины продолжают мне писать о том, что такую бы хотели видеть, но здесь я больше бы сказала, чтобы вот просто вообще вот чистый человек был вот по мыслям и по своим намерениям. Тогда такой девушке можно будет верить, чтобы вот искренне была. То есть сейчас вот это вот культивируют тоже в соцсетях, что подороже себя где-то продать, еще что-то, как-то получше устроиться, да. Это, конечно, не говорит о чистых помыслах, и это очень сильно отталкивает мужскую половину населения. То, что я очень люблю, это женственность. Вы знаете, могу так немножечко пробежаться и сказать, что бывает женщина от природы женственная, но тем не менее бывает так, что женщина просто в какой-то период не является женщиной, потому что ей приходится там либо супер много работать, либо у нее такие мысли все не совсем там радостные, ну, какие-то разные проблемы, которые не дают вот этой женственности выход. Но все равно, если от природы сама по себе женщина и женственная, то, конечно, это будет чувствоваться и с любой женственной женщиной. Мужчине, во-первых, мужчине приятно с такой женщиной, а во-вторых, конечно, мужчине хочется более мужественным с такой женщиной быть, и я их понимаю.
Вообще, когда вот встречается настоящая такая женщина и настоящий мужчина, это просто великолепный союз, который можно со стороны наблюдать и понимать, что вот эта вот красивая пара, что-то настоящее, то, как и должно быть. Но не на последнем месте, надо сказать, качество доброе. Мужчины, кстати, очень часто называют это качество, потому что, конечно, настоящая женщина должна быть доброй, и доброта, она вот какая-то у женщины может быть такая всеобъемлющая, настолько вот эта доброта может распространяться. Я знаю таких женщин, это действительно какой-то вот свет исходит от этих людей, когда вот, ну, не знаю, доброта — это вообще невероятное качество, которым обладает человек. От природы ли это дается или нет, сложно сказать. Наверное, от того, как ребенок, конечно, воспитывался. Просто я как-то задавалась вопросом, можно ли воспитать доброту. Наверное, можно как-то натаскать, скажем так, вот, чтобы получить этот навык. Но тем не менее, мне кажется, что это как-то все-таки вот доброта, она от рождения происходит. Вот, либо вот человек есть добрый, либо вот не хватает в нем этого, ничего уже не поделаешь. Воспитанность очень имеет значение, что она говорит, какие слова она произносит. Вот бывает девушка привлекательная, как только рот откроет, здесь уже все, пиши пропало, и становится сразу неинтересно. Поэтому по поведению, по тому, как женщина себя ведет. Ну, конечно, не меркантильная, обязательно женщина, которая на самом деле не преследует цели, чтобы жить за счет другого человека хорошо, при этом ничего не делать и не быть никем. То есть вот это вот, конечно, ну, меркантильность тоже в голове, как счетчик, который считает все, что какие она дивиденды получит от мужчины, это тоже печальная история, и мужчины вообще не хотят связываться с такими женщинами. Знаете, считается, что веселая девушка — это как подарок судьбы, который раскрасит вашу жизнь яркими красками разных цветов, как фломастеры. Но на самом деле я как-то читала такой эксперимент, когда женщина была супер красоткой, и к ней никто не подходил, и вторая девушка, которая окружила вниманием мужчин к себе, она была скромной внешности, но при этом она была такая хохотушка-веселушка, открытая очень, и была очень проста в общении. Мужчин очень сильно отталкивает дурные привычки у женщин. Это курение, мат, причем курение, вы знаете, вот женщина может быть в юбке, но вот ну, не вяжется юбка с сигаретами, здесь я очень согласна, и ну, вообще это большая проблема, когда, например, в паре один человек курит, а другой нет, когда оба, как бы, это еще ладно. Ну, конечно, вообще это всегда не очень сигарета ассоциировалась с женщиной. И мы берем, конечно, как-то я недавно тут фильм про Коко Шанель посмотрела, вот она просто постоянно была с сигаретой, вот. Но у нее и характер такой был, вот. Но тем не менее, в общем, мужчинам это не нравится, потому что, конечно, женщина должна быть здоровой, чтобы был здоровый ребенок, ассоциируется. И, кстати говоря, насколько я знаю, когда женщина курит, а потом она планирует ребенка, то должно в течение 5 лет вот этот никотин полностью уходит из организма, то есть вот это вот огромный период, когда вот такое вот должно произойти очищение. Поэтому, конечно, лучше вообще не брать сигареты в руки. Ну, по внешнему виду, там, дурные привычки, там, не знаю, накалывать себе все, что угодно, там, уже одна нога вся наколота, нужно руку сейчас наколоть. Вообще, татушки, которые я вижу у женщин, некоторые просто поражают, насколько, не знаю, под каким нужно было, под каким состоянием нужно было такое набить, это тоже совершенно
не привлекательно и не женственно. Ну, тату это, конечно, уже как мода. Если раньше тату набивали только с определенным смыслом, сейчас, конечно, это просто поголовно набивают себе все, что угодно, просто следуя моде. Поэтому, если вы хотите выделиться, лайфхак: не набивайте тату. У меня, кстати, нету ни одного тату. Ну, конечно, с пониманием того, если мы говорим про патриархат, опять же, и когда мужчина голова, то женщина, конечно, здесь не должна быть такой, то есть эта женщина должна быть сильная по характеру своему, чтобы быть опорой для мужчины. Но, тем не менее, женщина должна быть, конечно, там и отзывчивая, да, и, ну, наверное, как бы, чтобы тоже вот какое-то сочетание такое было силы и мягкости в характере, чтобы не было вот борьбы друг с другом, когда мужчина лидер сильный и женщина лидер сильный. Вот, то есть женщина в этом смысле должна быть более покладистая. Легкомысленность, качество, которое очень сильно отталкивает мужчин, я их прекрасно понимаю. Когда женщина очень легко отдалась вам, она может так отдастся и другому человеку. Легкомысленность в мыслях, кокетничать с кем-то, флиртовать. Я вообще вот не люблю, когда, например, человек в отношениях, а он себе позволяет там свою либо записную книжку перебирать с подружками, если мы говорим про мужчин. Но сегодня про женщин у женщин, да, то есть я считаю, что если у вас отношения, то в принципе про других мужчин вообще нужно забыть, всех вычеркнуть и заниматься своей жизнью только с этим мужчиной. Ну, мне лично кажется, это достойно. Такое качество, как неиспорченность, когда тоже вкупе это все, тоже доброта, честность, порядочность, когда вот порядочность прям является очень важным критерием по жизни у девушки, и как она делает свои дела, как она поступает, как она общается, порядочно ли это. Ну, скажем, в общем, адекватная такая, да, адекватная в плане оценки вообще реальности того, что происходит в мире и какие возможности есть, например, у них в паре, и нету неадекватности в том, какие требования она предъявляет мужчине. Женщина, конечно, должна быть привлекательной, но красота у всех разная. Кто-то там считает горбинку в носу это благородство, кто-то скажет, что это некрасиво. Поэтому у всех в этом смысле все разное. И, кстати, раньше женщина даже больше не внешне оценивалась, а именно ее фигура. Фигура должна была быть не такая, как сейчас у худосочных моделей, а женщина должна была обладать, что можно увидеть по картинам, по художникам, каких писали, формами, чтобы были широкие бедра. Такая женщина считалась здоровой и готовой выносить здоровых и родить здоровых детей. Потом Петр, наш великий, завез такую моду из Парижа, чтобы женщины уже были очень стройные и там прически такие уже неестественные были. Ну, то есть для крестьян там все оставалось все как было, но вот для аристократии уже поменялась мода и много было всего искусственного. А уже в Советском Союзе была мода на такую колхозницу, вот откуда это слово пошло, да, как колхозница, как сейчас ругается. Просто в такой женщине была сила и простота. На этом все, и я желаю вам прекрасных выходных, позитивного настроения, берегите себя, любите друг друга, цените тех, кто рядом находится с вами, и увидимся уже на следующей неделе. Спасибо вам за просмотр, до новых встреч, пока!